Привет, друзья! Сегодня у меня вот такая замечательная спинка трески, и мне захотелось приготовить fish and chips, английское блюдо. Ну а прежде чем мы начнем, хотел порекомендовать вам магазин IMCHA Shop. В IMCHA Shop вы можете приобрести узбекские казаны, печи под казаны, афганские казаны на торцевые доски, пчаки, шампура и многое другое. А недавно они ввели в ассортимент ножи компании Таджира, и покупая в магазине IMCHA Shop, вы всегда уверены, что не нарветесь на подделку. Ссылочку на магазин IMCHA Shop я оставляю в описании, доставляют по всей России и по всему миру. Просто напишите им в WhatsApp, чтобы узнать условия доставки в ваш регион. Ну а если напишите, что пришли от Тихона, получите приятный бонус. Ну а мы продолжаем готовить. И первым делом нам нужно приготовить кляр для рыбы. И я вам сегодня покажу фантастический рецепт такого кляра. У меня здесь пшеничная и кукурузная мука. Сюда я добавляю разрыхлитель для теста, немного куркумы, соль, немного черного молотого перца. Все это хорошенько перемешать. И сюда же разбиваю 2 яйца. 2 столовые ложки кетчупа, самый обычный, и 300 мл пива. Я использую светлое. И при помощи венчика размешать до однородного состояния. Видите, какой красивый цвет получается. Но кляр еще немножко густоват. Добавляем немного воды и продолжаем размешивать. Вот такой кляр должен получиться. Оставляем его в сторону, чтобы мука сработала и он стал более вязким, плотным и воздушным после приготовления. А чтобы не заморачивать вас граммовками, они все будут в описании под видео. А мы пока переходим к приготовлению традиционного соуса для рыбы и картошки, соуса тартар. Нам потребуется 200-250 мл растительного масла, 2 сырых желтка, чайная ложка горчицы и немного кислоты. У меня сок лайм. И при помощи погружного блендера готовим майонез. Смотрите, какой густой. И теперь, чтобы наш соус стал именно тартаром, добавляем туда чеснок, маринованные огурцы и рубленую зелень, и еще немножко проблендерим. Просто немного нарежу, чтобы блендеру было удобнее справляться. Здесь петрушка, укроп и чеснок. И еще раз блендерим. Идеальный соус для рыбы. Пока соус из кляра настаивается, самое время поставить греться казан и растительное масло в нем. Пускай греется. А мы переходим к основному приготовлению. Нам нужно нарезать картофель и треску. Картофель нарежем кружочками. А треску нужно нарезать небольшими порционными кусочками. Кому-то нравятся длинные полоски, а мне вот такие медальончики. Смотрите, какая потрясающая рыба. Великолепные кусочки. И для того, чтобы к ним лучше прилегали специи и кляр, ее нужно немного подсушить. Просто пройдусь бумажным полотенцем. Теперь рыбку можно посолить и поперчить. А для того, чтобы кусочки были еще более суховатыми и на них еще лучше ложился кляр, я буквально чуть-чуть припудриваю их крахмалом. И сбрасываем обратно в миску. Для качественного приготовления продуктов во фритюре температура масла, для нашего кляра и картошки должна быть 170-180 градусов. Тогда продукт готовится быстро и не получается сильно жирным. Первым отправляем обжариваться картофель. Именно при такой температуре вы можете видеть активное бурление. Это влага от большой температуры масла начинает закипать внутри продукта, покидая его через его крайние стенки, тем самым не давая жиру проникнуть внутрь вашего продукта. Вынимаем первую партию картофеля. Хрустящая картошечка готова. Переходим к рыбе. Отправляем рыбу в кляр.
И из кляра в масло. Такая рыбка готовится очень быстро. 2-3 минуты ей хватает за глаза. Красота. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Осталось немного посолить картошку и скорее пробовать.